Здравствуйте, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы будем с вами вязать вот такой замечательный мотив. Узор спицами, начиная от центра. В интернете много различных вещей, топиков, туник, свитеров, связанных вот такими красивыми узорами из центра, спицами, причем спицами, не крючком. Вот я предлагаю связать вот такой мотив, связав который, вы поймете принципы вязания спицами из центра и уже можете связать вещи посложнее. Когда его отпарить, вот так вот красиво получается. Можно его расположить вот так вот, как ромбиком, можно квадратом. Мне вот квадратом нравится больше. Схема этого узора. Тоже тут ничего нет мудреного. Взяла я ее тоже из интернета. Здесь показана четвертая часть. Мы вяжем на 4 спицах. Вот это вот одна часть показана на этой схеме. Давайте свяжем такой мотив, и вы поймете, как это нетрудно. Начинаем вязание от середины следующим образом. Нам понадобится крючок. Набрасываем нить на указательный палец, обвиваем его вот таким образом и снимаем. Вот это колечко мы снимаем. Дальше крючок втыкаем в это колечко, подхватываем нить, вытаскиваем петельку и провязываем, протягиваем через нее, вытягиваем петлю. Вот так. Получилась одна петля. Мы ее на спицу. И еще делаем так, нам надо 8 петель набрать. Снова через колечко вытягиваем ниточку, провязываем петельку через эту ниточку и помещаем на спицу. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Все, теперь нам нужно потянуть за нитку, за короткую, и затянуть. Но я предлагаю, если мы сразу затянем, будет у нас очень тугой узелок. Я предлагаю, я вот вставила, значит, сюда крючок. Он у меня довольно толстый, можно вставить карандашик, чтобы получилась вот такая вот красивая, аккуратненькая дырочка, чтобы это колечко не было затянуто. Получается слишком туго и некрасиво. Вот тянем. Если у вас нитки слабые, старайтесь осторожно, потому что очень тяжело вытягивается это дело. Особенно вторая петля. Вот. Все, затянули. Все, вытаскиваем крючок. У нас получилась аккуратненькая петелька. И теперь нам нужно распределить по 2 петли на спицу. Чтобы на 4 спицы петли распределить, чтобы у нас на каждой спице было по 2 петли. И еще раз. Все. Не знаю, как я буду вам показывать это вязание. На столе, под камерой, на 4 спицах. Ну, уже как-нибудь покажу. Так, вот, мы распределили наше вязание на 4 спицы. И будем вязать. Первый ряд провязываем лицевую петлю. Ну, вот я не знаю, как вам показывать с этими спицами. Лицевая петля. Делаем 2 накида. 1 и 2. И провязываем лицевую петлю.
Я вот так провяжу ее. Дальше то же самое. Дальше будет полегче. Нам надо просто провязать несколько рядов. Дальше то же самое делаем на каждой спице. Провязываем лицевую петлю. Делаем 2 накида и провязываем лицевую петлю. Повторяем то же самое на третьей спице. Лицевая петля, 2 накида, лицевая петля. И повторяем то же самое на четвертой спице. Лицевая петля, делаем 2 накида и лицевая петля. Мы провязали первый ряд. Теперь второй ряд мы вяжем все петли лицевые. Вот смотрите на схему, посмотрите. Здесь на схеме показаны только четные ряды. Вот как если бы мы вязали в прямом и обратном направлении, мы вязали бы первый ряд, значит второй ряд у нас вязался бы по рисунку. Потом третий ряд лицевой, четвертый по рисунку и так далее. Здесь пропущены вот изнаночные ряды, да? Но мы вяжем по кругу, у нас изнаночных рядов как таковых нету. И второй ряд мы провязываем лицевыми петлями. Все четные ряды мы провязываем лицевыми петлями. Вот у нас сейчас на каждой спице по 4 петли, и нам нужно, значит, провязать на каждой спице по 4 лицевых петли. Ну вот немножко, конечно, начало неудобно вязать. Накиды вяжем так. Вот у нас двойной накид. Мы провязываем первый накид лицевой. Второй накид мы провязываем лицевой скрещенный за заднюю стенку. Вот так. Провязываем лицевую петлю. Потом провязываем один накид. И второй накид провязываем за заднюю стенку. Так, не туда подхватила. Все. И так на всех 4 спицах. Провязываем лицевую, провязываем накид, первый накид лицевой, второй накид лицевой скрещенный. Это мы провязали третью спицу. Смотрите, чтобы ничего не перевернулось. И провязываем на 4 спице то же самое. Еще внимательно следим в дальнейшем, чтобы на каждой спице у нас было одинаковое количество петель. Если где-то что-то вы потеряли, где-то какой-то накид, что-то вместе не провязали, то у вас, естественно, будет разное количество петель на спице и собьется рисунок. Третий ряд вяжем так. 2 лицевых, 2 накида, 2 лицевых. И повторяем все это на каждой спице. 2 лицевых, 2 накида, 2 лицевых. 2 лицевых, 2 накида, 2 лицевых. И повторяем на 4 спице то же самое. Теперь, когда мы немножко провязали, когда уже есть, как говорится, за что ухватиться, так, вот у нас начало вязания. Чтобы не потерять это начало вязания, я предлагаю его пометить маркером, либо булавочкой, либо ниточкой, скрепочкой, чем угодно.
Но чтобы не потерять это начало вязания, чтобы не провязать где-то на какой-то спице больше рядов. Так, это у нас был третий ряд. Четвертый ряд, как все четные ряды, мы вяжем лицевые петли. Это значит, у нас должно быть здесь раз, два, накид вяжем лицевая, лицевая скрещенная, 3, 4, 5 и 6. Это на каждой спице у нас должно быть по 6 петель. Вот так мы провязали по 4 ряда на каждой спице. Сейчас мы будем вязать 5-й ряд. Вяжем 2 лицевых, делаем накид, вяжем 2 лицевых, делаем накид и 2 лицевых. Вот такой у нас 5-й ряд. На каждой спице повторяем. 2 лицевых, накид, 2 лицевых, накид, 2 лицевых. На 3-й спице то же самое. И на 4-й. В 6-м ряду вяжем на всех спицах лицевые петли. Это у нас на каждой спице будет по 8 петель. Накиды все вяжем лицевыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И так далее. На каждой спице по 8 петель провязываем лицевыми. Мы провязали по 6 рядов на каждой спице. Сейчас будем вязать 7-й ряд. 7-й ряд у нас вяжется так. Вяжем 2 лицевых, делаем накид, провязываем 4 лицевых, накид и 2 лицевых. Как видите, ну вот ничего нету сложного. Единственное неудобство вот на 4 спицах. Ну вам-то проще, вы себе на коленках разложили их и вяжете, а мне тут вот корячься на столе под камерой. 2 лицевых, накид, 4 лицевых, накид, 2 лицевых. И так на каждой спице. 2 лицевых, накид, 4 лицевых, накид, 2 лицевых. В 8-м ряду, в 8-м круговом ряду мы провязываем все петли лицевые на каждой спице. У нас должно быть по 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так на каждой спице должно быть по 10 петель. Так, теперь перенесу себе маркер. Мы провязали по 8 рядов на каждой спице. Вяжем 9-й ряд. Делаем накид в самом начале. Провязываем 2 лицевые петли. Потом делаем накид. Провязываем лицевую петлю. Теперь 2 вместе лицевой мы провязываем за передние стенки. Делаем 2 накида. И 2 вместе лицевой провязываем за задние стенки. Но вот видите, они у нас лежат не очень красиво. Я бы их развернула. Можно, конечно, не разворачивать, но мне больше нравится, когда вот они сразу красивее ложатся петельки. 2 вместе лицевой за задние стенки. Лицевая петля, накид и 2 лицевых. И хочу обратить ваше внимание, когда мы делаем, вот в начале-то мы уже не потеряем накид, а есть... Будет у нас, что накид будет в конце, чтобы его не потерять. Так, давайте еще раз покажу. Делаем накид, провязываем 2 лицевые,
делаем накид, провязываем лицевую петлю, провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки, делаем 2 накида, провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки, лицевая петля, накид, 2 лицевых. Это мы провязали на 2 спицах. То же самое вяжем на 3. Делаем накид, не забываем. 2 лицевых, накид, лицевая, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 накида, 2 вместе лицевой за задние стенки, лицевая, накид, 2 лицевых. Четвертый раз повторяем, делаем накид, провязываем 2 лицевых, накид, лицевая, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 накида, 2 вместе лицевой за задние стенки, лицевая петля, накид и 2 лицевых. Это мы провязали 9 ряд. В 10 ряду вяжем все лицевые петли. Не забываем, что в начале каждой петли у нас теперь будет накид. И это у нас должно быть 13 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петель у нас должно быть на каждой спице. Вот уже намного проще, легче стало и держать, и понятнее вязать. Мы провязали 10 рядов. Теперь мы вяжем 11 ряд. Это у нас ряд с рисунком. Провязываем лицевую петлю, делаем накид, 2 лицевых, делаем накид, провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки, делаем 2 накида, провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки, снова 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 накида, 2 вместе лицевой за задние стенки, делаем накид, 2 лицевых и в конце накид. И вот этот накид в конце не потеряйте, когда будете переходить на вязание на следующую спицу. Просто его легко очень вот так вот сбросить. Не потеряйте, не забывайте, что в этом ряду у нас в конце каждой спицы накид. Вяжем на второй спице лицевую петлю, делаем накид, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 накида, 2 вместе лицевой за задние стенки, снова 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 накида, 2 вместе лицевой за задние стенки, накид, 2 лицевых и накид. Следим, чтобы он у нас никуда не делся. Переходим вязать на 3-ю спицу. Лицевая, накид, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 накида, 2 вместе, то есть за передние провязали. Теперь 2 вместе лицевой за задние стенки, снова 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 накида, 2 вместе лицевой за задние стенки, накид, 2 лицевых и накид. И повторяем. Лицевая, накид, 2 лицевых, накид, 2 вместе за передние, 2 накида, 2 вместе за задние стенки, снова 2 вместе за передние стенки, 2 накида,
2 вместе за задние стенки, накид, 2 лицевых и накид. Все, мы это провязали 11 ряд у нас с рисунком. Теперь 12 ряд вяжем лицевые петли. Стараемся не потерять накид. И этих лицевых петель у нас должно быть на каждой спице 17. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все правильно. И так на каждой спице. Так, это мы провязали с вами 12 рядов. Теперь вяжем 13 круговой ряд. Он у нас ряд с рисунком. Вяжем лицевую петлю. Делаем накид, лицевая, накид, 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 накида, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, 3 лицевых, накид, лицевая, накид. Здесь в конце тоже накид. Теперь вяжем лицевые 14 ряд, лицевые петли, и их должно быть уже 21 петля. Все, у меня ровно 21 петля. Считаем на каждой спице и вяжем на всех остальных спицах. Так, вяжем 15 ряд с рисунком. Провязываем лицевую петлю, делаем накид, провязываем 3 лицевых, делаем накид, 2 вместе лицевой за задние стенки. Дальше провязываем 2 лицевых, делаем накид. И теперь, внимание, 2 петли. Пропускаем первую петлю. Начиная со второй, подхватываем вторую. Так. Вот подхватываем вторую петлю и первую. И снимаем их со спицы. Вот таким образом. Дальше провязываем следующую петлю лицевой, и эти 2 петли, которые мы сняли, протягиваем через провязанную петлю. Все, вот так мы убавили петли. И повторяем еще раз. Снимаем 2 петли, начиная со второй, на правую спицу, провязываем следующую петлю лицевой и протягиваем снятые петли через эту петлю. Так, дальше делаем накид, провязываем 2 лицевых, 2 вместе лицевой, провязываем за задние стенки, делаем накид, 3 лицевых и накид. Так, не теряем накид и провязываем то же самое на второй спице. Лицевая петля, накид, 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 лицевых, накид, подхватываем 2, снимаем, подхватываем 2 петли, начиная со второй, не провязывая, переносим их на правую спицу, провязываем лицевую петлю и протягиваем ее через снятые петли. Дальше повторяем еще раз. 2 петли, начиная со второй, переносим на правую спицу, провязываем следующую петлю лицевой и протягиваем ее через снятые петли. Дальше делаем накид, провязываем 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой за
передние стенки, накид, 3 лицевых и накид. Это мы провязали 15 ряд. В 16 вяжем на каждой спице лицевые петли. Так, вот видите, накид здесь я уже пропустила. Упустила, вернее, накид должен быть. И лицевые на каждой спице, их у нас должно быть 21. 2, 3, 4, 5. Все, у меня 21 петля на спице. Вяжем на всех остальных лицевые петли. И что я хочу сказать, что желательно обязательно проверять. Потому что если вы где-то нарушите рисунок, очень жалко будет потом. Лучше обнаружить ошибочку сразу. Так, вяжем 17 ряд. Лицевая петля, накид, 5 лицевых, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 лицевых, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 лицевых, еще раз 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, 5 лицевых и накид. Мы провязали 17 ряд, и в 18 ряду у нас должно быть на спице, так, накид не потеряем, в 18 ряду у нас должно быть на спице 22 петли. Петли у меня. Так, теперь самостоятельно вяжем лицевые петли на остальных спицах. Вот у нас что получается. Очень красиво получается. Так, теперь мы вяжем 19 ряд. 19 ряд. Вяжем лицевую петлю. Так, вам видно. Лицевая петля, накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой провязываем за задние стенки. Вяжем лицевую петлю, 2 вместе лицевой провязываем за передние стенки. Делаем накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 3 лицевых, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, лицевая, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, лицевая, накид. Вот такой у нас 19 ряд. Так, мы закончили 19 ряд. В 20 ряду, не боимся, смотрим, чтобы не потерять накид. В 20 ряду у нас должно быть 24 лицевые петли. Все, у меня 24 петли. Вяжем дальше на 3 спицах лицевые петли. Вяжем 21 ряд. Провязываем лицевую петлю, делаем накид, 3 лицевых, делаем накид, 2 петли вместе, начиная со второй, снимаем, не провязывая на правую спицу, следующую петлю провязываем и протягиваем ее через снятые петли. Делаем накид, 3 лицевых, накид,
2 вместе лицевой за задние стенки. Лицевая, 2 вместе лицевой за передние стенки. Накид, 3 лицевых. Накид, снова 2 петли вместе, начиная со второй, снимаем, не провязывая. Провязываем следующую петлю, протягиваем ее через снятые петли. Далее делаем накид, провязываем 3 лицевые и делаем накид. В 22 ряду мы вяжем все лицевые петли на всех 4 спицах, и должно быть их у нас на каждой спице по 26 петель. Мы провязали 22 ряда, сейчас мы вяжем 23 ряд. Провязываем лицевую петлю, делаем накид, провязываем 5 лицевых. Делаем накид, так, провязываем 5 лицевых. Делаем накид, провязываем лицевую петлю, делаем накид и снова 5 лицевых. Затем делаем накид, снимаем 2 петли, не провязывая, начиная со второй. Провязываем следующую петлю лицевой и протягиваем ее через снятые петли. Делаем накид, 5 лицевых. Накид, лицевая, накид, 5 лицевых и накид. Все, мы закончили на первой спице. Мы провязали 23 ряда. Теперь вяжем 24. Это лицевой ряд, и все лицевые ряды, на всех спицах мы должны провязать эти лицевые ряды. И у нас в каждом ряду должно быть 32 петли лицевых. Вот, ровно 32 петли. И так далее мы провязываем на остальных 3 спицах. Мы связали с вами вот такой замечательный мотив спицами, связанный из центра. Нетрудно, правда? Как он будет здорово смотреться, вот когда он пройдет влажно-тепловую обработку. Такой мотив украсит любое изделие. Можно связать салфетку, можно связать кофточку, топик. Это я связала из тонких ниток, из толстых ниток будет смотреться гораздо больше, крупнее, и уже можно связать таким мотивом свитер. Можно соединить несколько мотивов и связать уже какое-то изделие из нескольких мотивов. Тоже смотрите, как здорово смотрится. Но это уже у кого какая фантазия. Ставьте лайк, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Я желаю всем ровных, легких петелек.